Друзья, всем привет! Меня зовут Алексей Филоненко, рад приветствовать вновь на моем канале. После небольшого простоя возвращаемся снова к работе, к делу. Сегодня будет комплекс направлен на мышцы дельтовидные, то есть мышцы плеча, которые вы можете проработать в домашних условиях. Итак, друзья, для сегодняшних упражнений нам понадобится совсем немного. Вот такая резинка будет использована, очень тоненькая, мягкая, легкая. Если у вас есть возможность приобрести две, то это будет быстрее и эффективнее. Если одна, ничего страшного. Итак, сейчас начнем с того, что мы просто наступаем на резинку. Используем Power Band, самый легкий, самый обычный, классический. Выставляем руку вперед, вторую на пояс. Если мы имеем две резинки, мы ставим точно так же вторую. Итак, выставили. Если облегченной форме, легкий вариант, натяжение небольшое, на выдох поднимаю до угла 90 градусов, прокачиваем переднюю дельтовидную группу мышц. Делаем вдох, поднимаем, делаем выдох. Эти упражнения можно использовать как для восстановления, так и для увеличения мышечной массы. Но если для увеличения мышечной массы, тогда нам понадобятся более сложные резинки, более твердые, с большей силой натяжения. Если вот в этой позиции нам легко, есть два варианта, как усложнить, как усилить. Первый вариант. Я использую, наступаю. Чем дальше я буду наступать на резинку, тем будет сильнее натяжение и сложнее выполнять подъем. И еще наступаю. И уже совсем непросто. Это же упражнение, но продолжаем. Теперь наш угол руки 90 градусов мы не опускаем вниз, а мы усложняем. Из-за того, что у нас рука – это исходная позиция, у нас уже при удержании напрягаются мышцы дельтовидные передней группы, передней головки. Но теперь мы не опускаем, чтобы расслабить натяжение, а наоборот поднимаем вверх. Вдох, выдох. И что вниз, что вверх, у нас присутствует напряжение. Также работает передняя дельтовидная группа мышц, но уже более сложное выполнение упражнения. Даже при самой легкой резинке, при самом легком натяжении будет нелегко. Можно выполнить 10-15 повторений в легком, самом легком, почувствовать свою мышцу и потом после этого увеличить натяжение и повторить до 20 примерно повторений. Друзья, даже с такой легкой резинкой у меня уже подгорела мышца, забилась. Если очень медленно, точечно выполнять, то вы сразу почувствуете эффект, даже с самой легкой резинкой. Но при выполнении, при увеличении силы натяжения, ваша мышца начинает прогрессировать и развиваться. Друзья, теперь, чтобы сократить время, если у вас есть две резинки, это, конечно, интереснее, эффективнее. Угол 90 градусов, вниз вдох, полностью не опускаю, чтобы резинка была натянута, и поднимаю вверх. Это самый первый начальный уровень, это несложно. Усложняем, то же самое выполняем вверх. Выдох, 90 градусов, медленно, вдох, выдох и вдох. Делаем не быстро. Вдох, выдох, вдох, выдох. И продолжаю вверх. Выдох, середина, вдох. Теперь мы переключаемся с передней на средний пучок дельтовидной группы мышц. Я отвожу руку в сторону, точно такое же натяжение, рука 90 градусов. Для начала делаю вдох не до конца, чтобы резинка полностью не расслаблялась. И 90 градусов выдох.
Помните, да? 15-20 повторений в легком темпе. После чего мы начинаем поднимать вверх. Друзья, в идеале следить за тем, чтобы угол руки не менялся. Если вы выполняете без зеркала, то следите за рукой, чтобы у нас не было ни вверх, ни вниз. Ровно угол был 90 градусов. Лучше выполнять перед зеркалом. Вверх, выдох. Вниз, вдох. Вверх, выдох. Руки ни вперед, ни назад, четко середина. И теперь вверх. Когда я поднимаю вверх, ладони смотрят вперед. Ладони смотрят вниз, вдох. Ладони смотрят вперед, выдох. Если выполнять эти упражнения при реабилитации, то если в каком-то из движений присутствует болевой какой-то эффект, хотя бы немножко, то уже не следует выполнять это упражнение. Выполняем те движения, в которых нет боли. Теперь, друзья, соединяем переднюю и среднюю, миксуем. Отвожу вперед, в сторону, вперед, в сторону. Около 20 повторений в медленном интенсиве, чтобы вы прочувствовали каждую группу мышц. И теперь можно выполнять через опускание, поднимание, отведение. Вниз, вверх, вперед, вниз, вверх, в сторону, вниз, вверх. Тот же микс, только через верх. 90 градусов. Подняли. 90 градусов. Это более сложно. Вперед. Угол 90 градусов. Опускаю. Отвожу. И теперь соединяем все это с двумя резинками. Вниз. Вверх. В стороны. 90 градусов. Опускаю. Поднимаю. Вперед. Вниз. Вперед. В стороны. Вниз. В стороны. Вперед — это исходная позиция. В стороны — опускание. Поднимаю вперед — это 1. Вот так считаем 15 повторений. И теперь, отдохнув, мы усложняем и выполняем более сложную форму. То же самое, только теперь поднимаем вверх. Угол 90 градусов, исходная позиция. Поднимаем вверх, выдох, вперед, вдох, отвели в стороны. Поднимаю, выдох, опускаю, вдох, вперед. Это исходная позиция, это 1 считается. Так выполняем 15 повторений теперь. Обещаю, вы свои плечи почувствуете. И теперь мы плавно подбираемся от передней, средней к нашей задней дельтовидной группе мышц. Она у нас более обычно, те, кто занимается единоборствами, она менее развита. Самая развитая — это передняя, далее средняя и задняя дельтовидная. И теперь, чтобы ее прокачать, делаем легкий наклон, колени легко согнуты, рука вниз и в сторону до легкого натяжения. Сейчас это в легкой манере. Ладонь у нас развернута большим пальцем вниз и поднимаю вверх. Вверх, ни вперед, ни назад, как мы катаемся на лыжах, а четко выдерживаем угол, ровную линию. Вниз, вдох, вверх, выдох. Вдох, вверх, выдох. Сейчас я буду показывать с двумя резинками. Задача будет сводить 2 лопатки. 2 резинки, легкий наклон, присед, руки в стороны до легкого натяжения. И выполняю подъем вверх, выдох, вдох. Сводим лопатки и чувствуем нашу заднюю дельтовидную группу мышц.
Очень полезное упражнение при восстановлении. Если вы не занимались прежде никаким видом спорта, либо у вас есть травма, повреждения, то это супер упражнение, даже для тренированных. Упражнения с резинками одни из самых сложных и полезных. Итак, мы сейчас разобрали, выполнили упражнение с одной, с двумя резинками. Друзья, есть свои моменты и свои нюансы. Я же советовал бы, чтобы полностью в комплексе развиваться и прокачиваться, выполнять как с одной резинкой подход, так и с двумя. Если сэкономить, чтобы время, то, конечно, с двумя сразу можно выполнять. Но чем хороша одна резинка? Я сейчас показываю. Когда я ставлю одну руку, вторую отвожу, у меня немножко больше напрягается одна сторона. Что вперед, что в сторону, что вот в этой позиции. Соответственно, у меня вторая сторона, как мышцы-стабилизаторы, начинает работать, чтобы удержать свой вес в балансе. Также выполняю упражнения, если с гантелями. Чем больше у вас вес в одной руке с гантелей, а вторая рука у вас свободна, ваше тело напрягается для того, чтобы удержать ваш корпус в равновесии. И это тоже тренировочно, это тоже тренировка, это тоже помогает развивать ваше тело, особенно мышцы-стабилизаторы. Поэтому совет выполнять такие упражнения тоже. Поэтому, если у вас одна резинка, не переживайте, это тоже хорошая тренировка и не нацелена немного на другие группы мышц. Кроме того, что у вас работает эта группа мышц, работают еще и стабилизаторы. Сейчас нам понадобится какой-то объект, который можно использовать для того, чтобы зацепить нашу резинку. И из этой позиции прижимаем локоть к себе, ровно стоим к стене или к объекту и отводим. Происходит у нас ротация в плечевом суставе, также на выдох. И вот также можно выполнять с двумя или с одной резинкой. Советую не расслаблять полностью, чтобы мышца всегда была в напряжении, если вы хотите хороший эффект получить. И здесь очень круто, потому что если я подхожу ближе, если вам сложно дается упражнение, тогда натяжение будет небольшим. Или когда вы уже забили сильно мышцу и не можете доделать, например, вы хотели сделать 20 раз, но мышца уже не готова, уже забилась, вы просто подходите ближе и заканчиваете комплекс. Либо ваша мышца хорошо прокачана и вам нужно усилить. Я отхожу дальше, натяжение усиливается. И я воспроизвожу ротацию. Это также для задней дельтовидной группы мышц. Но с ней, напоминаю, также работает и много других мышц спины, не считая предплечья. И теперь покажу с двумя резинками. Например, если сложно, можно одну резинку разбить просто на двое. И с ней либо подойти ближе, небольшая амплитуда, либо увеличить натяжение. Либо использовать вторую резинку. Чтобы усложнить и прокачать максимально свои группы мышц. Главное стараться выполнять не быстро, в зависимости от эффекта, который вы хотите получить. Если я выполняю медленно, я максимально прокачиваю свою мышцу и связки, делаю их сильными. Если вы хотите взрывную силу, то тогда я выполняю быстро. Но если вы на начальном этапе, то это может быть травматично.
принести какой-то травматизм. Поэтому будьте внимательны и выполняйте грамотно упражнения. И еще один вариант для нашей задней дельтовидной группы мышц. Я одну резинку складываю вдвое, отвожу руку вперед, руку вторую либо на пояс, либо упираясь в объект, к которому привязана резинка, полностью рука выпрямлена, и отвожу в сторону до касания груди. Могу не касаться, тогда будет больше натяжения. Не даю расслабиться, либо угол 90 градусов. И с выдохом отвожу в сторону. Вперед вдох, в сторону выдох. Если менять позицию, например, рука будет немного согнута, тогда будут использоваться и другие группы мышц, работать в комплексе. То есть начинает включаться наш трицепс. Я при разгибании и сгибании руки начинаю использовать мышцы трицепса и также задней дельтовидной группы мышц. Но тогда желательно использовать либо немножко дальше отойти, чтобы была больше сила натяжения, либо взять вторую резинку, и тогда вы сможете в полной мере ощутить прелесть этого упражнения. Это упражнение, в зависимости от силы натяжения, советую начать также с 15 повторений в легком, в небольшом натяжении, после чего я либо усложняю, либо отхожу немножко дальше и забиваю мышцы максимально. 2-3 подхода, и ваша мышца будет гореть. Если вы используете резинку, это самый крутой способ развить ваши мышцы максимально правильно, безболезненно. Но опять же, если вы с фанатизмом к этому подойдете, то болеть это будет. Друзья, надеюсь, комплекс будет интересным, полезным. Этот комплекс можно выполнять и с гантельками, и если совсем нет никаких подручных средств, вы можете его выполнять с обычной бутылкой, пол-литровая, литровая, соответственно, это полкилограмма, килограмм, 2 килограмма. Вы берете в руку и также отводите одну руку, в 2 руки. Вот, поэтому креативность, фантазия и желание развиваться и быть лучше. Спасибо, что были с нами. А я пока выполнял упражнения, мои мышцы тоже нормально подзабились. Видно? Больше стали. Все, друзья, подписываемся, ставим колокольчик, лайк и до встречи.